Холодный январский ветер пронизывал до костей, заставляя Алену сильнее прижимать к себе сына. Мальчик уже почти не двигался, спрятав лицо в ее куртку, лишь изредка вздрагивал от холода. Они сидели на ступенях возле ресторана, где сквозь большие окна можно было увидеть уют и тепло. Внутри люди смеялись, ели горячую еду, наслаждались вечером, а снаружи Алена отчаянно пыталась согреть ребенка единственным шарфом, который у нее остался. Еще неделю назад у нее был дом, пусть и наполненный ссорами, но дом. Теперь у нее не было ничего. Муж выгнал ее, даже не дав собрать вещи. Она металась по улицам, надеясь найти укрытие, но у нее не было ни родственников, ни друзей, готовых приютить. Несколько ночей они провели в подъездах и на вокзалах, но надолго оставаться там было невозможно. На улице становилось все холоднее, и страх за сына сжимал сердце. Она не заметила, как к ней подошел мужчина. Он остановился на несколько секунд, наблюдая, затем присел рядом. Оказалось, что это владелец ресторана. Его звали Олег. Он не стал расспрашивать, не задавал лишних вопросов, просто предложил помощь. Алена сначала не поверила, ведь никто раньше не предлагал ей ничего просто так, но выбора у нее не было. Олег отвез их к себе домой. Он выделил им небольшую, но уютную комнату. Впервые за долгое время Алена спала в тепле, а Артем не просыпался от холода. Наутро она долго не могла поверить, что это все не сон. Через несколько дней он предложил ей работу в своем ресторане. Алена согласилась, пусть и с тревогой. Она давно нигде не работала, занимаясь только домом и ребенком, но готова была учиться всему, лишь бы не зависеть от чужой доброты. Постепенно жизнь начала налаживаться. Артем снова начал улыбаться, а Алена обрела уверенность в себе. Олег относился к ней с заботой, помогал, когда было трудно, никогда не давал почувствовать себя обузой. Он не требовал ничего взамен, и это удивляло ее больше всего. Со временем она поняла, что ждет его прихода, прислушивается к его голосу, ищет взглядом в зале. Он тоже замечал ее. Олегу нравилось наблюдать, как она меняется. Из напуганной, потерянной женщины превращается в сильную, уверенную в себе. Их взгляды все чаще задерживались друг на друге, разговоры становились теплее. Прошло несколько месяцев, прежде чем они оба осознали, что их связывает не только благодарность. Они начали проводить больше времени вместе, долгие разговоры перерастали в нечто большее. Через год они поженились. Теперь в их доме царили тепло и уют, а Артем называл Олега папой. Больше не было страха перед завтрашним днем, у них была семья, в которой каждый знал, что больше никогда не останется один. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.